4 фактора, которыми обладает вступивший в поток, это подтвержденная вера в Будду, Дхамму, Сангху и нравственные качества, которые дороги благородным. Спасибо СВ, переводчику и комментатору суд палийского канона, кратко и лаконично очертившему 4 фактора вступившего в поток, а также то, что подтвержденная вера – это вера, основанная на личном подтверждении истины Дхаммы, параллельно обозначив и момент вступления в поток. Читаем. Событие, которое отмечает переход с этапа практики для осуществления вступления в поток к достижению самого вступления в поток, это проникновение в Дхамму, также называемое видением Дхаммы. Оно заключается в прямом видении 4 благородных истин. А если более точно, то принципа «все, что имеет природу возникновения, имеет природу прекращения». СВ увязывает все воедино и проясняет нам алгоритм вступления в поток. Увидев истину Дхаммы, ученик уничтожает 3 нижних оковы: воззрение о существовании «я», сомнения, цепляние к правилам и предписаниям, и таким образом обретает доверие, основанное на опыте личного подтверждения. Делая акцент, что обрести подтвержденную веру на словах невозможно, а только лишь на практике. И первое, что нам следует приобрести на практике, предшествующий и гарантирующий вступление в поток, это уже обозначенные СВ, нравственные качества, которые дороги благородным. Не случайно же с нравственности начинается Висудхимагга, настольная книга руководства для всякого серьезного буддиста. Еще и еще раз напоминаем, мы не протаптываем путь Будды по новой, как, впрочем, и никакой другой. Мы на это не уполномочены и не имеем на это никакого морального права. Да и не нужно, все уже сделано до нас. Все, что необходимо для продвижения по духовному пути, в исчерпывающей форме содержится в палийском каноне и в той же Висудхимагге. Мы лишь изыскиваем и реализуем на практике содержащиеся в них духовные алгоритмы, наиболее эффективно работающие в наше время, применяя и подтверждая их действенность ежедневно на своем личном духовном пути. Относительно нравственности тут никаких сомнений нет. Безнравственным людям нечего делать на духовном пути. Ни на каком. Ни на пути, проложенным Буддой, ни на пути толтеков, ни на пути Дзогчен. Все о нравственности прекрасно изложено в Висудхимагге, которой мы вас и отсылаем. Сами же о ней также будем постоянно упоминать, как сейчас, комментируя слова, содержащиеся в сутте СН 55.53, задекламированной нами в прошлой главе. Уважаемый, это не просто нам, тем, кто проживает в доме, полном детей, наслаждается сандаловым деревом из кассии, носит гирлянды, использует благовония и мази, принимает золото и серебро, время от времени входить в наставления и пребывать в наставлениях, произнесенных Тадхагатой, глубоких в своем значении, сверхмирских, связанных с пустотностью. Здесь мирянин, заметьте, вступивший в поток, отмечает, как непросто глубоко постигать Дхамму, не обладающему наивысшей нравственностью. Примечание. Если вы проживаете в доме, полном детей, наслаждаетесь сандаловым деревом из кассии, носите гирлянды, используете благовония и мази, принимаете золото и серебро, как он обозначил,
то вы далеки от эталона нравственности. Мы это проясним в следующих главах. Конец примечания. Но тут же этот мирянин говорит: уважаемый, что касается этих 4 факторов вступления в поток, которым научил благословенный, то все эти вещи имеются в нас, и мы живем в соответствии с ними. Ведь мы, уважаемый, наделены непоколебимой уверенностью в Будде, в Дхамме и в Сангхе. Примечание. Относительно непоколебимой уверенности в Будде, в Дхамме и в Сангхе, то согласно СВ, такое доверие устанавливается в отношении 3 драгоценностей буддизма. Это вера в Будду, как в наивысшего учителя пути, ведущего к Ниббане, вера в Дхамму в качестве карты и цели пути, вера в Сангху, как в общество благородных, которые реализовали Дхамму. Конец примечания. Здесь все более чем понятно и прояснений не требуется. Но далее был обозначен 4-й фактор вступления в поток. Мы наделены добродетелями, ведущими к сосредоточению. А вот здесь не все ясно и понятно. Что это за добродетели, ведущие к сосредоточению? И вот здесь нам на помощь приходят факторы, способствующие вступлению в поток, предваряющие вышеобозначенные факторы вступления в поток или факторы вступившего в поток. То есть 2-я 4 факторов. Цитируем все того же СВ. Другая же 4 факторов заключается в качествах для вступления в поток, то есть для его достижения. Эти факторы таковы: общение с высшими людьми, слушание подлинной Дхаммы, правильно направленное внимание и практика в соответствии с Дхаммой. Эти качества ведут не только ко вступлению в поток, но также и к остальным более высоким плодам пути. Они также раскрывают различные потенциалы мудрости. Раскрывать потенциалы мудрости пока что преждевременно, а вот использовать их как добродетели, ведущие к сосредоточению, в самый раз. Реализуя на практике 4 фактора, способствующих вступлению в поток, мы, помимо основной цели вступления в поток, параллельно очищаем нравственность, проявляем и развиваем качества усердия и сосредоточения до сил, укрепляем свои осознанность и мудрость, предпринимаем 4 правильных усилия и много чего другого. Не будет преувеличением сказать, что 4 фактора, способствующие вступлению в поток, это именно тот шаг на духовном пути, что содержит в себе одновременно 37 факторов, способствующих просветлению. А поскольку каждый из 37 факторов крайне важен и незаменим на всяком духовном пути, а не только Будды, не поленимся и еще раз их перечислим. Первое. 4 основы осознанности. Созерцание тела как тела, созерцание чувств как чувств, созерцание ума как ума, созерцание феноменов как феноменов. Второе. 4 правильных усилия. Пробуждает рвение ради невозникновения невозникших плохих, неблагих состояний, пробуждает рвение ради отбрасывания возникших плохих, неблагих состояний, пробуждает рвение ради возникновения невозникших благих состояний, пробуждает рвение ради поддержания возникших благих состояний, их неугасания, увеличения, разрастания, осуществления посредством развития. Третье.
4 основы сверхъестественных сил. Основа сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания. Основа сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Основа сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. Основа сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. 4. 5 способностей. Способность веры, способность усердия, способность осознанности, способность сосредоточения, способность мудрости. 5. 5 сил. Сила веры, сила усердия, сила осознанности, сила сосредоточения, сила мудрости. 6. 7 факторов просветления. Осознанность как фактор просветления, исследование состояний как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. 7. Благородный восьмеричный путь. Правильные воззрения, правильное устремление, правильная речь, правильные действия, правильные средства к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. 37 шагов на пути Будды или 37 факторов, способствующих просветлению, им можно давать уйму названий и эпитетов, и есть основной алгоритм на духовном пути. Вот его-то мы и будем раскрывать, увязывая с другими, подчас не менее важными алгоритмами, определяющими характер, направление и скорость нашего духовного становления. И начнем с 4 факторов, способствующих вступлению в поток, и алгоритмов, которые мы уже рассмотрели ранее, перейдя впоследствии к алгоритмам более сложным, объемным и глубоким, объединяющим и пронизывающим учения Толтеков, Будды и Дзогчен.